подводный мир сложен и многогранен. Здесь свои порядки и правила, своя поразительная история. Этот мир не пуст, как может показаться на первый взгляд. В подводном мире обитает множество существ, для которых суша не имеет никакого значения. А среди жителей суши тем временем ходит миф о русалках, живущих где-то в глубинах океана. Они редко появляются на поверхности и еще реже вступают в контакт с людьми. Но такие случаи тоже известны. Когда на Сулане идут проливные дожди, гром сотрясает небеса, а шторм волнует воды океана, местные жители верят, что это дело рук русалок, обитающих близ островов. Именно они вызывают бурю, чтобы почтить своих павших братьев и сестер. Есть даже такая легенда. Однажды некая графиня по имени Клаудия Морт, больше всего на свете любившая украшения, приказала создать для нее ожерелье с драгоценными камнями из слез русалок. Сколько русалок пролило слез для такого внушительного ожерелья, история умалчивает. Она назвала его «Сердце Сулани». А когда решила посетить острова, внезапно разыгрался шторм, и ее корабль потерпел крушение у островов. Сердце Сулани пошло ко дну, а сама графиня, потонув, превратилась в злобного морского духа, который охранял свою реликвию, заключенную глубоко-глубоко в пещере. Спустя много лет наследник знатного суланьского рода отправился в океан, чтобы заслужить благосклонность отца и преподнести ему в подарок древнее сокровище. Отец давно занимался поисками сердца Сулани, ранее принадлежавшего графине, известной своими злодеяниями. Но ни одна снаряженная им экспедиция не вернулась назад и канула в глубинах океана. Так произошло и в этот раз. Во время шторма наследник упал в воду, но внезапно его подхватили чьи-то руки. Маленькая русалочка, позабыв обо всех опасностях, поспешила ему на помощь. Держа его в объятиях, она вдруг испытала сильное чувство, которого сама не понимала до конца. Она вытащила его на берег, и пока он лежал на песке, приходя в себя, ее мучили вопросы. А что, если бы она могла жить на суше? Тогда они смогли бы быть вместе. Сердце Сулани так никто и не отыскал. Оно до сих пор покоится на дне океана. Может быть, когда-нибудь найдется смельчак, который осмелится спуститься в самые опасные глубины океана, чтобы найти сердце Сулани. Воскресный день Вивьен Диор всегда пыталась проводить в кругу семьи. Обычно с самого утра они завтракали все вместе. Затем Вивьен и ее муж Чак отправлялись на прогулку. А потом и на пробежку, чтобы поддерживать свою физическую форму. А после... К слову, сейчас в их семье произошли изменения. И Лора, сестра ее мужа, переехала в Иннисгрин, где теперь со спокойной душой могла общаться с растениями и слушать грибы. В общем, как и говорила Вивьен, стала местной достопримечательностью. Поэтому старый порядок был нарушен, а новый еще не выстроен. К тому же накануне вечером Вивьен прочитала, что где-то в водах Сулани, по легендам, сокрыто сокровище сердца Сулани, которое так никто и не смог отыскать. В своей жизни Вивьен пережила многое, но тяга к авантюрам никогда не давала ей покоя. Поэтому она заявила Чаку, что они с первым же кораблем отправляются в Сулани, чтобы найти это сокровище. Тем более в новой городской ратуше им необходимо заполнить музейные залы редкими экспонатами, и такая реликвия станет сердцем не только Сулани, но и музея Виллоу Крик. Вивьен Диор пустилась в путешествие со спокойной душой, не побоявшись оставить дом и все свое хозяйство без присмотра. Все дело в том, что Лора, переехавшая жить в Иннисгрин, наконец-то одумалась и забрала своего единорога. Но, несмотря на то, что Лора постоянно витает в облаках, слоняется по улицам и слушает грибы, переев каких-нибудь мухоморов, она проявила благоразумие и все это время в новом доме строила стойло для своего питомца. Ведь обитать на дереве, где она поселилась, крайне небезопасно. Вокруг обрыв, поэтому единорогу действительно нужно свое место, а то склоны слишком крутые, и мало ли что может произойти. Вивьен и Чак приплыли на Сулани ранним утром. Соленый воздух, пальмы и пляжи поистине воодушевляли. Виллоу Крик сейчас поздняя осень, а здесь вечное лето, и погода была мягкой, приятной.
Не успели они сойти с корабля, как их встретил смотритель музея, который рассказал, что они прибыли очень вовремя. Завтра в Сулане проходит пляжный бал, который ежегодно устраивает семья из древнего суланьского рода Макана. Это действительно праздник для всего города, а наследник семейства, Занг Макана, настолько красив, что даже русалки могли бы воспеть ему оду. На самом деле, по секрету сказал смотритель, на таких балах родители ищут ему спутницу жизни, чтобы род Макана не угас. И, кстати, перед балом путешественники могут посетить Суланьский музей под названием «Дух Грабвеля», чтобы прочесть историю рода Макана и не оплошать на балу, если вдруг кто-то из семейства с ними заговорит. Вивьен и Чак ступили на землю островов в Сулане и сразу поняли, что впереди их ждут захватывающие приключения. Всем большой привет, дорогие друзья! Всем большой привет и жаркий, главное, ведь мы на Сулане. С вами Стас и Лёша. И вы на канале «Не без разницы». И наконец-то мы вернулись к нашей семейке искателей приключений во главе с Вивьен Диор. Давно мы у них не были, но Вивьен все равно периодически появлялась на нашем канале и в других наших проектах. Ну да, периодически. Да и вообще, Вивьен никогда не упустит возможности пуститься в какую-нибудь авантюру. Ну, так это у нее в крови. И прийти на помощь другим нашим героям, естественно. Куда же без этого? Ну, так вот, невестка Вивьен, сестра ее мужа Лора, уехала жить в Иннисгрин. И наконец-то забрала своего единорога. Да, так что Вивьен сейчас ничего не держит дома, поэтому она приплыла в Сулане, чтобы найти легендарное сокровище. Она свободна как ветер. Мы не забыли, что Вивьен ждет еще незавершенная история в Сильвадораде, и мы туда обязательно отправимся на этой неделе. И по секрету, заглядывая вперед, скажем, что эти истории могут быть даже связаны. Ну, подожди, не будем раскрывать всех секретов сразу, а пока давайте осмотримся и насладимся такой прекрасной погодой. Пора отправляться в приключения. Вместе с Вивьен и другими нашими героями из проекта «Построй свой город» мы уже приезжали в Сулане однажды. Кстати, можете посмотреть серию, которая называется «Русалки Сулани». Там тоже такие интересные захватывающие приключения ждали наших героев. Конечно, и они собрались там еще все вместе, оттого серия еще интересней. Тогда они жили на берегу в нескольких пляжных домиках, а теперь Вивьен поселилась в небольшой такой лодке, можно так сказать, лодка-дом. А вообще, наверное, эту серию стоит посвятить всем, кто за это лето еще ни разу не добрался до какого-нибудь озера или речки, да, и не насладился прелестями лета. Ну, хотя бы вот вместе с Вивьен мы насладимся этими прекрасными видами. Вивьен, конечно, прибыла сюда с определенной целью — найти сокровища, но я думаю, она все равно не упустит возможности искупаться в океане. Ну да, ведь если Вивьен зайдет в воду, то получается, что в водах Сулани уже будет два сокровища. Сердце Сулани и еще один драгоценный камень. Да, давайте посмотрим дом внутри. Он на самом деле небольшой, но в принципе здесь Вивьен и Чаку и не надо много места. Да, и тут не то, что нужно много места, собственно говоря. Нужно ли сидеть в отеле, в номере, в гостинице, когда ты на Сулане? Мне кажется, это место исключительно для того, чтобы перевести дух, прийти, переночевать и снова отправляться гулять. И вот наши герои. Вивьен уже готовит завтрак с самого утра. Они только-только сошли с корабля. Надо перед приключениями, естественно. Знаешь, у меня почему-то, запастись едой. у меня какой-то такой настрой, мне прям хочется рекламировать Сулани и сказать, вот эти вот все фрукты, это дары природы суланьских зеленых там лесов и садов, и этот завтрак прям, вот не знаю, прям проснулось во мне что-то. Пора отдохнуть, наверное, да? Да, наверное, тебе тоже пора отдохнуть. Ну хотя, опять же, оговоримся, что Вивьен сюда все-таки приехала не просто отдыхать. Ну что, тогда завтракаем, и для начала мы пойдем тогда на берега Сулани, поищем какие-нибудь русалочьи сокровища. Мало ли, может быть, еще и русалок встретим. Ну, многое может тут произойти, потому что это же Сулани. Это же Вивьен. И Вивьен, да. А сегодня нам еще обязательно нужно, как сказал смотритель музея, посетить Суланьский музей и прочитать там историю про семью Макана, вот этот древний суланьский род, потому что мало ли действительно их встретят на балу. Да, их встретят, и чтобы не попасть в неловкое положение, в конце концов, этот бал планируется для того, чтобы подыскать невесту для принца.
Вивьен, Ой, конечно, ну слушай, занята. как бы не случилось чего, потому что... Знаешь, я вот об этом и говорю. У нас же уже были такие ситуации, знаешь, когда Вивьен просто выкрали, и помнишь, ее племя назначило богиней. Да. А то вдруг случится такое, Вивьен вообще тогда в Сулане останется жить. Упс, кажется, мы заспойлерили сюжет. Конечно, хочется сразу отправиться в приключения, хочется пойти искать на берегах сокровища. Но для начала, раз уж мы приехали в Сулане, давай насладимся погодой, насладимся водой. Пусть Вивьен и Чак немного поплавают. Я вообще-то, конечно, рад за Вивьен и за Чака, что они оказались в таком прекрасном во всех смыслах этого слова месте. Но не могу я вот смотреть на вот эту лазурную воду и вот на эти зеленые деревья без некоторой немножко зависти. Ну вот правда, вот так вот. Ну ладно, у Вивьен, в принципе, не так часто выходит вот эта такая свободная минутка, чтобы она могла немного расслабиться, поплавать или просто посидеть без дела. Потому что Вивьен обычно всегда чем-то занята. То она в Сильвадораде ищет сокровища. Хочется сказать, что даже плывет она как-то слишком целеустремленно. Но пока наши герои купаются, давай немного здесь осмотримся в этом районе, потому что здесь мы еще не бывали. Наши герои здесь еще не жили. Вердикт очень простой. Мне нравится. А вот здесь вот стоит дом, и мы знаем уже, и забегая вперед, скажем, что это дом того самого древнего семейства Макана, куда предстоит Вивьен отправиться на бал, как сказал смотритель этого музея. И вот, видимо, на этом заднем дворе будет этот бал самый происходить. Ну да, вот уже столики для кейтеринга или что это, фондю какие-то. Ну да, какие-то фондюшницы, так что праздник уже вот-вот прям подступает. Ну что ж, немножко отдохнули, и пора, правда, отправляться на поиски сокровищ. Не просто же так мы сюда приехали. Нам еще, между прочим, музей наш Виллоу Крик надо заполнять разными реликвиями, в том числе с островов Сулани. Посмотрим, что у нас наши герои смогут найти. Вивьен нашла сердце Сулани. Все, серия закончена. Всем пока. Спасибо, что были с нами. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там есть много всего интересного. А Вивьен сейчас отправляется домой в Виллоу Крик. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Всем пока. Ну ладно, это не то самое сердце Сулани, потому что мы же видели в самом начале, оно выглядит немного по-другому. Оно же было сделано из слез русалок. Да, поэтому, скорее всего, это просто сувенир. Вивьен снова нашла сердце Сулани. Вивьен уже и для себя, и для Чака нашла. Сейчас, ну может быть, она еще третью найдет для семейства Макана. Или там для чего, не знаю. Они там его искали, да, может, Вивьен такая: да, ребят, я приехала, вот тут с утра нашла, да. Нашла парочку. Вам надо? О, а это уже редкое, да. Смотри, покопались, походили. Вот все-таки Вивьен прирожденная искательница, да, каких-то артефактов, сокровищ, приключений. Вот стоило просто выйти на пляж. Она уже собрала все сокровища Сулани. Ну все, немножко ищем здесь еще и отправляемся тогда в музей. Нам нужно музей еще посетить, а то время уже 2:30 дня. Ну да, ну давай поехали, может быть, уже тогда. Мне кажется, все, что можно было собрать на пляже, уже собрали. Я думаю, что уже даже не надо ехать в магазин за сувенирами, потому что уже все есть. Мы приехали в музей, который называется «Дух Грабвеля». Смотрите, кстати, как стилизован вход под часть разрушенного корабля. Возможно, это даже и не стилизация, а действительно часть корабля вот из этих экспедиций, которые отправлялись за сердцем Сулани, да, снаряжались, ездили, искали, не могли найти. Так нет, это корабль пирата Сияющего Джо, который сюда приезжал, чтобы найти сокровища русалок. Ну вот те самые, которые Вивьен уже нашла. Ну вот, я говорю, да, они все тут собирались, искали, бились о скалы, а Вивьен приехала, за часочек дошла. И в принципе уже... Да. Там целые экспедиции снаряжались, все там потерпели крушение, Вивьен приехала, нашла и уже собралась домой. Немножко поплавала и нашла. А в прошлый раз, когда мы сюда приезжали, в Сулане, да, с нашими персонажами, мы в этот музей так и не попали. Мы были в центральном музее Суланьском. Да, ну а теперь вот в новый музей приехали, и хорошо, что есть что еще посмотреть. Это прям настоящая кладезь, где можно
поизучать что-нибудь новенькое. Сулания хорошее место, отличное. Вот тут сколько всяких реликвий интересных. Ну, кстати, в нашем городке Виллоу-Крик теперь тоже есть небольшой кусочек Сулани. Кстати, можно посмотреть, как тут все оформлено, и даже что-нибудь вдохновиться чем-нибудь, позаимствовать какой-нибудь, не знаю, там, интерьерное решение какое-нибудь. Смотри, мне нравится, например, как тут красное дерево. А к Чаку подошел, между прочим, тот самый Занг Макана. Это тот самый принц, сын. Ну, он не принц, да, но он наследник суланьского рода. Ну да, они же там эти какие-то аристократы. Сейчас как раз про это семейство Вивьен и прочитает в книгах, которые находятся в этом музее. Давай посмотрим первую книгу, это «Сердце Сулани», и вторая книга «Древний род Сулани». Давай-ка ее сперва прочитаем. Пока Чак там разговаривает как раз-таки с представителем этого древнего рода, Макана считается одной из знатных семей Сулани. Это представители древнего рода, глубоко уходящего в историю островов. Давным-давно, в эпоху, когда русалки жили на суше, глава семейства заключил с ними союз, пообещав выдать наследницу семьи замуж за принца подводного царства. Она должна была обрести хвост, но в последний момент глава семейства передумал и расправился с русалками, приплывшими за своей невестой. Развязалось жестокое противостояние. С тех пор русалки враждуют с родом Макана и расправляются с каждым, кто выходит в открытый океан. Недавно глава семьи узнал, что где-то в водах Сулани погребено древнее сокровище и пустил все свои силы на его поиски. Пока результата нет, но он пообещал, что тот, кто сумеет его отыскать, получит большую награду вплоть до руки и сердца наследника семьи Макана, юного Занга. Ну что ж, Вивьен сейчас может брать сердце Сулани, юного Занга и отправляться домой. Она же уже все нашла. Да, в принципе. И еще при двух сердцах Сулани останется, кстати. Одно предоставит отцу Занга, а Занга с собой. И в музей Виллоу-Крик. Как, знаешь, как трофей. Будет помогать по хозяйству там. А в целом, да, почему нет? И давай тогда прочитаем «Сердце Сулани». Графиня Клаудия Морт никогда не считалась жизнями. Проживая во Вранбурге, она натворила столько злодеяний, что ни одна книга не смогла бы их вместить на своих страницах. Но самой ее большой страстью были драгоценности, которые она любила демонстрировать гостям на балах, устраиваемых в старом вранбургском поместье. По слухам, основу таких украшений всегда составляли мифические ингредиенты. Крылья фей, прах вампиров и даже гнев оборотней. Графиня верила, что, нося такие украшения, она сумеет продлить свою ускользающую молодость. Однажды, чтобы в очередной раз поразить гостей на балу, она приказала изготовить ожерелье с камнями из русалочьих слез. Тогда на островах Сулани развязалась жестокая охота на русалок. Она называла ожерелье «Сердце Сулани». А когда сама решила прибыть на острова, чтобы своими руками поймать русалку и выведать тайну русалочьего вида, ее корабль внезапно пошел ко дну. Говорят, что ее легендарное ожерелье покоится в пещере у берегов Сулани, а его охраняет злобный дух графини, который расправляется с каждым, кто осмелится приблизиться к этой пещере. Исследователями установлено, что пещера, где может находиться сердце Сулани, расположена в водах района Муапелам. Когда-нибудь разверзнется расположенный в этом районе вулкан, и тогда сердце Сулани навсегда уйдет из истории. Так, ну что мы узнали? Мы узнали, что Занга, собственно говоря, меняют на украшения. Поэтому мы, в принципе, уже в выигрышной позиции. Ну и узнали, на самом деле, про настоящее украшение, что оно таится где-то в водах района Муапелам, да, где расположен вулкан. Какое название такое? А вот, кстати, посмотри-ка, мать этого самого Занга тоже сюда пришла. Ее зовут Соломея Макана. Хочется сказать, что она наверняка, как и графиня, искала и, очевидно, нашла способ продлить свою молодость. Посмотри, какая она, молодо выглядит, да. Хорошо. А еще мы узнали, что когда-то давным-давно глава семейства Макана заключил союз с русалками и должен даже был выдать свою дочь за принца подводного царства, но не сложилось. Тогда у них с русалками началась вражда. И теперь он ищет это легендарное сокровище, которое, между прочим, сделала некая графиня из Вранбурга из русалочьих слез и сама прибыла на Сулани. Но такая трагедия случилась с этой графиней, что теперь она вместе со своим сокровищем где-то находится на дне океана в районе Муапелам. Приехав домой, Вивьен вышла на берег, чтобы освежиться в прохладной воде после жаркого дня. Стояла тишина, в кронах деревьев пели ночные птицы, и вдруг она услышала еле слышный плач.
На берегу плакала русалка, глядя куда-то вдаль. Вивьен была в замешательстве. Судя по своему опыту и рассказам жителей Сулани, с русалками лучше не вступать в контакт. Но все-таки она почувствовала сострадание. Она прекрасно знала, что не сможет пройти мимо того, кому требуется помощь. Но как только она подошла к русалке, та нырнула в воду и уж было собиралась уплыть. Вивьен окликнула ее и сказала, что она не причинит ей вреда. Они могут поговорить по душам, как две современные образованные женщины. Похоже, этой несчастной русалке действительно нужно было выговориться, и в лице Вивьен она нашла собеседника, которому можно излить душу. Русалка сказала, что ее зовут Лейлана. Недавно она встретила человека, его корабль потерпел крушение, но она спасла его и вытащила на берег из воды. Несмотря на то, что он из рода Макана, с которым у русалок давняя вражда, она полюбила его всем сердцем. С тех пор они каждый вечер виделись на берегу, но сейчас она узнала, что на завтрашнем балу ему выберут невесту, и они больше никогда не будут вместе. Что же ей делать? Может, ей обратиться к древнему колдовству и получить ноги, чтобы прийти на бал? Но если она станет человеком, ее семья отвернется от нее самой. Тогда Вивьен сказала: «Девочка моя, не тебе надо куда-то приходить, а он сам должен приплыть к тебе. И пусть сам обращается к колдовству, чтобы сделать себе хвост. А ты не должна себя разменивать на каких-то там принцев, которые сидят у себя в замке и ждут, когда их спасет принцесса на белом коне. Опомнись, милая, ты красива, привлекательна, и сама должна 10 раз подумать, достоин ли он тебя». Так что же ей делать? Вивьен сказала, что завтра вечером как раз собиралась посетить ежегодный бал семьи Макану, и пусть Лейлана не переживает. Она сама поговорит как с ее избранником, так и с его семьей. И пусть она будет уверена, скоро влюбленные смогут быть вместе. У нас наступило утро, и Вивьен Диор уже расслабляется на надувном матрасе с самого утра. Какая-то нетипичная картина для Вивьен. Честно говоря, не под стать ей такой досуг. Лежит на надувном матрасе и задремала. Немножко задремала. Но я ее не узнаю. Видимо, все-таки вот такие курорты творят чудеса даже с Вивьен. А вчера вечером не успели Чак с Вивьен вернуться домой, как произошел неожиданный случай. Вивьен жалилась над бедной русалкой, которая, наверное, там страдает, бедная, несчастная. Вивьен решила все-таки ей помочь. Вивьен со всеми всегда солидарна, всем всегда стремится помочь. Видимо, у нее повышенное чувство справедливости, или там, я не знаю даже, как это назвать. Ну, увидела, да, расстроилась бедная девушка. Ну, конечно, Вивьен поможет, она же не может оставить никого в беде. Ну и тем более у Вивьен такой богатый жизненный опыт, что она запросто может дать какой-нибудь хороший совет. Да, она сразу все разложила по полочкам. Да. Просто моментально. И теперь русалке не нужно, в принципе, обретать ноги, чтобы быть со своим возлюбленным. Правильно, такая позиция Вивьен. Так и запишем. Да, поэтому сейчас Вивьен, собственно, будет и заниматься решением этой проблемы. Сегодня они с Чаком отправляются на бал к семейству Макана, и Вивьен, наверное, там уже поговорит как раз и с самим наследником этого знатного семейного рода, и с его семьей, естественно. Я даже не представляю, что она ему скажет. Ну и что ты тут сидишь? Да. Ноги в руки или как это теперь? Хвост в руки. Да. И вперед в океан. Ну а пока до вечера у нас есть еще немного времени, поэтому также можно заняться поиском сокровищ на берегах Сулани. Потому что, если посмотреть коллекцию семьи, посмотри, сколько мы уже нашли из суланской коллекции сокровищ. И при этом сколько всего еще можно найти. Но нашли мы пока 6, да, можно приобрести и найти еще другие виды сокровищ. Я думаю, для музея нам нужны все. Нет. Мне кажется, все прям собрать это надо будет потратить все-таки несколько дней, наверное, вот так за один денечек. Прям собрать всю коллекцию. Хотя, не знаю, Вивьен, она
достаточно целеустремленная. Если перед ней стоит задача, она преград не видит. Ну а почему за один денечек? Мы еще пока не собираемся, между прочим, возвращаться в Виллу Крик. И завтра семейка искателей приключений у нас также будет в Сулане. Может быть и послезавтра, посмотрим. Нет, ну я, знаешь, я всегда, если уж что-то, то все и сразу. Я поэтому так и говорю. Но вообще, конечно, нам надо вернуться будет домой еще перед путешествием в Сильвадорадо, потому что у Чака и Вивьен в бюджете 50 с лишним тысяч симлеонов. И на эти симлеоны можно все-таки уже себе хотя бы дом построить. Да, у нас появилась добрая традиция не забывать о строительстве города. Да. Ну и плюс ко всему симлеонов у нас немного прибавилось, потому что мы продали из багажа то, что Вивьен с Чаком вчера нашли. Там какую-то рамку он нашел для фотографий. И они вместе, помимо вот лапки ледяного кролика, которую нашла Вивьен, эта лапка приносит удачу. Они нашли... Вивьен вроде бы 3 штуки, и Чак штуки 2 или тоже 3. Рог жвачного растения, который приносит неудачу. Поэтому мы их продали, и получилось вот как раз уже 52 вот лапку тысячи. оставили. Лапку пока оставили. Хотя нам 3 штуки тоже, наверное, не надо. Ну ладно, пусть будет. Тройная пока. удача, почему нет? Посмотри-ка, можно выставить на Продавито. А давай-ка парочку выставим на Продавито. Одна пусть у Вивьен остается. О, ты тоже пользуешься Продавито? Я всегда заказываю товары только на Продавито. У меня теперь это каждый раз в голове, когда возникает Продавито. Если вы поняли шутку, то поняли. А если не поняли, рекомендуем посмотреть вам серии с нашей другой героиней «Построй свой город» Джо Пауэр. Когда она снималась в фильме по нашему проекту «Заброшенный дом». Да, и у вас тоже Джо будет... Пауэр звонит. Слушай, ну вот только вспомнили, ну это прям вообще... Кто-то там ее на свидание пригласил, ну, конечно же, она никуда не пойдет. Как все тонко переплетено. Да. Вивьен что-то интересное нашла. Приз за 2 место «Солнечная система». Так, а время уже 3-й час. Нам часов 6 нужно будет уже выдвигаться из дома, чтобы отправляться на бал. Ну, что-то улов сегодня, конечно, так себе. Ракушка тут какая-то, морской гребешок, рыба, испорченные продукты. А Чак снова нашел рог жвачного растения. Тоже сразу продадим, его не нужен он нам. Но он хотя бы нашел глаз Сулани. То есть у нас коллекция потихоньку начинает пополняться. Итак, время уже почти 6 часов. Ну, наверное, пора немножко собираться, и уже будем тогда отправляться на бал. Да, быстрое приготовление, чуть-чуть привести себя в порядок, и все, прямиком на вечеринку вот эту. Семейство Макана проводило бал, не скупясь на угощения, напитки и развлечения. Здесь гостей ждали изысканные столы, большой бар, классическая музыка и все под звездами суланьского неба. С океана ветер приносил дурманящий голову соленый бриз. Вивьен и Чак, одевшись в традиционные суланьские наряды, прибыли на бал и исполнили его традицию, станцевав перед гостями медленный танец. Глава семейства Макано восседал на своем месте с супругой и сыном Зангом, тем самым молодым человеком, что заполнил чувствами сердце несчастной русалки Лейланы. Затем, когда все более-менее освоились и отведали напитков из кавы, Вивьен представилась главе семейства и сразу же приступила к делу. Она сказала, что сын наверняка побоялся рассказать семье о своей возлюбленной, поэтому она это сделает за него. Нельзя разлучать двух влюбленных, даже несмотря на то, что такая любовь может и не угождать мнению общества. Они нашли друг друга и намерены быть вместе, и этому не помешает ничего, пусть даже вулкан Муапилам разверзнется раскаленной лавой. Наследник семейства Занг Макана был шокирован, а вот его отец ничуть не удивился и тогда сказал Вивьен то, что она совсем не ожидала услышать. Хорошо, он согласится на этот союз и даже позволит сыну получить хвост и отправиться в океан к своей возлюбленной. Но сделает это лишь тогда, когда Вивьен преподнесет ему сердце Сулани, навсегда потерянное в водах океана. Вивьен поняла, он схитрил, и в этом был его замысел. Еще никому не удалось найти в океане сердце Сулани, сколько бы экспедиций не снаряжалось и сколько бы кораблей не отправлялось на поиски. И отец был уверен, что этого не произойдет и в этот раз. Именно поэтому он так легко согласился на союз своего сына с русалкой.
Вивьен помнила, что прочитала в музее. Сердце Сулани спрятано в пещере глубоко под водой в районе Муа-Пелам. Его охраняет злобный дух графини, создавший это ожерелье. Вот так Вивьен оказалась втянута в опасную игру семьи Макано. Именно она должна спуститься в глубины океана, встретиться со злобным духом и отыскать сердце Сулани. Кажется, она подошла к опасному обрыву, и есть вероятность, что никогда больше не вернется на сушу из суланьских вод. Жизнь Вивьен теперь висела на волоске. Ну что ж, друзья, на этом мы заканчиваем серию. Да, вот на такой экстремальной ноте. Вивьен, как всегда, оказалась втянута в захватывающие и абсолютно опасные приключения. Теперь ей предстоит спуститься на дно океана, отыскать пещеру, где хранится это самое сокровище сердца Сулани, встретиться с морским духом, если легенда о нем правда, и если это не очередной миф, и попробовать тогда найти уже это древнее сокровище. Ну, во-первых, сдается мне, что это не миф, и дух этот, наверное, существует, а во-вторых, вот он момент X, жизнь Вивьен на волоске. Это интригует. Ну, интересно, получится у нее это все сделать? Об этом мы узнаем в следующей серии. Но вообще Вивьен сталкивалась, конечно, не с такими опасностями, так что я не сомневаюсь, что у нее все получится, наверное. Ну и тем более Вивьен, она сама приехала в Сулани, чтобы найти это сокровище. Правда, она хотела это сделать для своего музея Виллоу Крик, а теперь ей нужно будет его отдать. Планы изменились. Ну, чего не сделаешь ради любви и ради справедливости. Да, Вивьен всегда чутко относилась к влюбленным. План понятен. Покупаем акваланг, ныряем на глубину, ищем пещеру и находим сокровища. Но пока вроде звучит не так сложно. У нас и Наруто уже нырял там куда-то на глубину в какую-то пещеру. Но наверняка, как всегда, все пойдет не по плану. В этом я даже не сомневаюсь. Хотя есть маленькая надежда, что, может быть, все пройдет гладко. Но не будем заглядывать вперед, об этом мы уже узнаем в следующей серии. И спасибо, друзья, что были с нами. Напоминаем, что у нас есть свой телеграм-канал, где мы делимся полезными какими-то интересными новостями о наших проектах. И еще есть своя страничка на Бусти, там мы загружаем все видео для вашего удобства. Подписывайтесь обязательно, чтобы оставаться с нами на связи. И до скорых видео. Всем пока! Пока!